Всем здорово! Если вы являетесь владельцем китайского эндуро-мотоцикла, то вы 100% уже сталкивались или столкнетесь в ближайшее время с такой проблемой, как скрип маятника мотоцикла. Так, а ну-ка еще раз. Всем здорово, с вами снова Вайгер. И все дело в том, что съемка этого видоса началась еще 1,5 недели назад. Я собрался, пошел в гараж и решил смазать маятник. Пришел в гараж, смазал маятник, начал ставить цепь и понял, что она убита. Я решил заказать новую цепь, новый скат, новые звезды и новые колодки. Все это дело у меня затянулось, потому что то мне не то отправили, то я неправильно заколхозил. Короче, имеем то, что имеем. Все дело в том, что со временем смазки вот здесь становится все меньше и меньше, и маятник начинает скрипеть. Поэтому сегодня мы будем с вами устранять вот такую вот неприятную штуку. Так, и после того, как я затащил мотоцикл в гараж, на всякий случай, а то вдруг пойдет дождь, я его вывесил на вот такой вот самодельной подставке. И теперь мы начинаем снимать само колесо. Ну и далее вот здесь вот за этими заглушками. Они у меня, кстати, закреплены на термоклей, потому что они раньше отпадали. Я их вот так вот хорошенько приклеил, загерметизировал. Вот здесь, получается, мы снимем ось маятника и будем иметь доступ непосредственно к самому маятнику. Короче, едем дальше. Не мешайте мне работать! Так, вот получается наш маятник. Снимаем всю навесуху. Получается, сбрасываем тормозной суппорт вот так вот. Аккуратненько ложим. Отцепляем кожух цепи. Также придется сбросить цепь. Так, ну и после того, как вот с этой стороны мы сняли заглушку и выкрутили вот такую вот гайку, мы можем вытащить ось крепления маятника. Так, ну что же, сняв наш маятник, мы можем увидеть вот такую вот нехитрую конструкцию, которая внутри имеет свойство лишаться смазки и также нехило так скрипеть. Некоторые, я видел, вот здесь делают, получается, отверстия, нарезают резьбу и вкручивают такую типа как масленку, жигулевскую тавотницу с суппорта, для того, чтобы туда было легче добавлять смазку. Но я этого делать не буду, так как мне кажется, во-первых, это довольно-таки трудоемко, во-вторых, можно запороть маятник, а в-третьих, это немного все-таки ослабит конструкцию, и лично мне легче раз в год разобрать маятник и хорошенько его смазать. Так, ну и вот после того, как мы имеем доступ уже к снятому маятнику, мы должны снять вот здесь вот. Были установлены вот такие вот шайбы типа на вот такой вот прокладочке. После чего мы должны при помощи молотка и какой-нибудь похожей на эту проставку стукиваем вот такую вот трубку, которая как раз таки и скрипит, потому что, как мы видим, здесь довольно-таки неплохие очаги коррозии. Поэтому сейчас мы ее немножко подчистим и хорошенько смажем. Мы берем литол, по крайней мере я буду брать литол, потому что никакой другой смазки у меня нет. И вот так вот хорошенько на отверточку и буду запихивать его сюда, чтобы там было как можно больше смазки. Так вот, хорошенько вот так вот запихиваем, чтобы вот так прям жирно там было. В общем, смазываем, собираем все в обратной последовательности, и наш мотоцикл успешно перестает скрипеть. Больше всего, что только что вы смотрели часть видео, в которой я смазывал маятник. И это ведь и не странно, потому что видео должно было называться «Как смазать маятник на китайском мотоцикле» или «Как устранить скрип». Но все дело в том, что я посмотрел на свою цепь, решил ее немного укоротить, и пока я укорачивал свою цепь, я увидел вот такую вот фигню. Короче, вот моя цепь, и она уже полностью убитая. На половине звеньев тупо нет вот этих вот бочонков. Цепи пришла капсда, потому что на этой цепи я отъездил около 9000 километров. Нормальные люди ее меняют сразу же в первый сезон после первой 1000, после обкатки. Ну и в общем, после того, как я увидел, в каком эта цепь состоянии, я решил купить новую, потому что эта цепь уже полностью убита и ездить на ней небезопасно. Я пришел домой, залез в интернет и начал искать подходящую мне цепь и звезды. Заказал цепь, звезды, а также я заказал тормозные колодки и вот такой вот чудесный жирный скат. Ширина 110, то есть 4,30, если в дюймах. У меня был до этого 4,10. Потратил на это все около $100, поехал на новую почту, оплатил, забрал, приехал домой, рад. Но все дело в том, что рад я был ровно до того момента, пока не примерил звезды. Дело в том, что вот эта вот ведомая звезда имеет не совсем такую, как мне нужно, разболтовку. Мало того, что именно такую, какая стоит у меня, я не нашел, потому что у меня стоит на 46 зубов, это на 45. Так еще и плюс ко всему расстояние здесь, на этой звезде, от ее центра до центра отверстия меньше, чем на моей звезде. Но найти такую, как у меня, просто невозможно, поэтому будем что-то колхозить, но это ладно. Также я заказал полностью комплект, еще и ведущую звезду. Она немного такая поржавелая, так еще и имеет не такое
отверстие вала. Ведущая звезда мне также не подходит. Ну, с ведущей я уже сделать как бы ничего не смогу, поэтому я только что заказал новую, и придется еще немного подождать, пока придет новая. А с этой звездой мы сейчас будем что-то делать. Не знаю, я уже много вариантов только что обдумал, и мне кажется, что самый такой не совсем адекватный, но самый ходовой вариант будет вот здесь вот заварить эти дыры, зашлифовать все хорошо и тупо просверлить вот здесь рядом нужное мне отверстие. Поэтому сейчас я беру вот эту вот звезду и начинаю вот так хорошенько заплавлять, заваривать вот эти вот отверстия. После чего накерню 4 дырки подальше и сделаю новое крепежное отверстие. Так, ну что, и вот по прошествии некоторого количества времени мы можем иметь вот такую вот звезду уже с заваренными отверстиями. Так, ну что, вот и новый день. Я уже не знаю, какой это день сборки моего мотоцикла, так как она довольно-таки сильно затянулась, по той причине, что мне не подходила ведущая звезда. Вот я уже вчера съездил на новую почту. Красивый мужчина, в отличных трусах. И забрал новую под 20 вал, потому что купил я, короче, под альфовский вал, под маленький, я не знаю, насколько там, на 14 или на 15. И позавчера, я не помню, показывал я или нет, в общем, вот, переварил я ведомую звезду. То есть, вот здесь были отверстия, я их заварил, вроде бы все нормально, металл не попустился. Также проделал отверстия на 12 и нарезал в них резьбу, для того, чтобы в дальнейшем закрутить туда, не знаю, или вот такие вот новые, или старые советские болты, для того, чтобы их не срезало, чтобы они были типа как направляющие на моей старой звезде. А сюда в саму ступицу мы запрессуем новые обрезки трубы, и все у нас будет благополучно ездить. Поставил свою звезду на законное место. Получается, туда впихнул такие самодельные сайлентблоки из трубы, как я показывал. Поставил звезду, сверху стопорное кольцо, и потом вот этими вот хорошенькими такими болтами. Класс твердости 5,8, но возможно это даже лучше, потому как я ставил старые советские болты, и их все равно срывало. То есть лучше пусть они немного загнутся, чем они тупо отлетят, там потрескаются. Холодно. Ну что, всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мою инсту. Всем пока! Ну и сейчас кадры с вчерашней покатушки, когда было еще тепло. Sanki her şey kayboldu, çok derin hislerim.
Короче, там дальше за вот этой вот фигней есть школа. О, вон он, видно там. Я там когда-то в свои школьные годы писал олимпиады. Да. Да. Тут так это школа тут рядом, конечно, валяется. Так, а сейчас мы будем тестировать одну очень классную тачку. Это круче, чем Lambo Гордея и чем Range Академика. Давай, пролеты поснимаем, давай. И еще музончик такой.